Россия ударила по Чернобыльской АЭС. Госсекретарь США не долетел на встречу с Зеленским. В Москве люди отравились готовой едой. Опять. Подробности последуют незамедлительно. Только не забудьте подписаться на Ходорковский лайв и поставить лайк этому видео. Мирные переговоры под угрозой. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что в эту пятницу на конференции по безопасности в Мюнхене пройдет встреча американских, российских и украинских чиновников. Однако в офисе президента Украины заявили, что Россию на этой встрече вообще-то не ждут, а контакты запланированы только с американцами. Но и тут пошло не по плану. Самолет госсекретаря США Марко Рубио не смог вылететь в Мюнхен из-за технических неполадок. Его участие в конференции, а главное встреча с Владимиром Зеленским на ее полях теперь может просто не состояться. Ожидается также, что Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Венсом. В недавнем интервью газете Wall Street Journal Венс заявил, что итоговое мирное соглашение может, цитата, «шокировать многих». И уже шокирует. Опасная сделка. С такой первой полосой вышла немецкая газета Тагес-Шпигель. Быстрое решение – грязная сделка, пишет британский таблоид Метро. Французская Либерасьон констатирует, Украина осталась одна во всем мире. Российская армия ударила по Чернобыльской атомной электростанции. Офис президента Украины опубликовал кадры попадания дрона в саркофаг. По словам властей, укрытие существенно пострадало. На месте начался пожар, который уже удалось потушить. Спасательные службы Украины сообщают, что радиационный фон на станции после российского удара в норме. В Россию вернулся Александр Винник. В США 45-летнего россиянина признали виновным в отмывании миллиардов долларов через криптовалюту. В России, кстати, он тоже был арестован заочно по делу о кибермошенничестве. Но теперь Винник торжественно возвращается на родину в рамках обмена заключенными. Ранее был освобожден 66-летний американский учитель Марк Фогель. Он уже вернулся домой. В России его приговорили к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков. В Казани к родителям журналистки, бывшей ведущей новостей на всероссийском гостелевидении Фариды Курбангалеевой, пришли силовики и расспрашивали о дочери. Об этом Фарида написала у себя в Фейсбуке. Она рассказала, что полицейские вели себя вежливо и не перевернули квартиру, как это часто бывает при обысках. Тем не менее, пожилых людей ситуация заставила сильно понервничать. Ранее на этой неделе Генеральная прокуратура потребовала от Чехии экстрадировать журналистку. Причина неизвестна. Сама Фарида предполагает, что она кроется в заведенных на нее в России уголовных делах о якобы оправдании терроризма и так называемых фейках о российской армии. Суд в Праге рассмотрит теперь этот вопрос. Военно-патриотическое ползание в снегу и метание гранат. В детских садах России проводят игру «Зорница». Издание агентства публикует сегодня фотографии. Собственно, это издание обнаружило в соцсети ВКонтакте почти 300 отчетов о таких акциях. Причем это только с начала года. Все мероприятия проурочены к тому, что Путин объявил его годом защитника Отечества. По некоторым фото видно, что дети также плетут маскировочные сети для фронта. А в городе Нижнекамске, что в Татарстане, даже прошли соревнования между детскими садами по строевой подготовке, оказанию первой медицинской помощи и разминированию полей. Я напомню, речь идет о детях, которым максимум 6-7 лет. Массовое отравление в московском хостеле, он называется гостиница РБК «Сервис». Там живут в основном строители, задействованные на стройке ЖК Обручева, 30. Уже около 20 работников госпитализированы. На месте проводят осмотры врачи. У здания собрались десятки машин скорой помощи, пишет телеграм-канал Мэш. Подозревают, что отравление случилось из-за еды компании ООО «Енидем». Вчера строители кормили курицей и супом, которые произвели именно там. Вечером они почувствовали себя плохо, ну а сегодня некоторые даже попали в больницу. Мэш пишет, что пострадавшие – это граждане Узбекистана и Таджикистана. Также известны неожиданные подробности дела о другом отравлении – пирожки с ртутью, из-за которых ранее на этой неделе попали в больницу 2 человека, приготовил один из пострадавших. Агентство ТАСС пишет со ссылкой на Московский следственный комитет, что преступник сознался в содеянном. По его словам, мотивом для отравления была ревность, а сам он симулировал симптомы, чтобы отвести от себя подозрения.
Что ж, вот так вот начался День Святого Валентина в России и мире. Поздравляю, кстати, всех, кто празднует. Ну а мы с вами скоро увидимся. Только не забудьте поставьте лайк этому видео, подпишитесь на Ходорковский лайв, ну и комментируйте наши новости.